Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вот и подходит к концу 2023 год. Для кого-то он был удачным, успешным, изобильным, для кого-то был год не очень. Но давайте постараемся сделать так, чтобы следующий 2024 год стал действительно изобильным, успешным, благополучным, интересным и ярким. И обращаем ваше внимание, что это может каждый сделать человек на этой прекрасной планете Земля. Но есть одно маленькое но. Нужно начать уже с новогодней ночи, с встречи Нового года все правильно сделать. Кто-то скажет о том, что символ следующего года мы должны встречать аж только по китайскому гороскопу только в феврале. Вы знаете, лучше 2 раза встретить, чем не раз. И лучше, когда мы с вами находимся все в созидательной этой энергетике и привлекаем вот эти мыслимые и немыслимые блага. Обращаем ваше внимание, что следующий 2024 год у нас год зеленого деревянного дракона. И это необычный год. Для многих людей он будет удачным, успешным. Действительно, у многих людей будут перемены в жизни. И обращаем ваше внимание, что зеленый деревянный дракон бывает раз в 60 лет. Поэтому очень важно сейчас нам вместе с вами заложить основы. И мы начнем в этом видео закладывать фундамент, начиная с праздничного стола. Очень важно осознавать, знать и понимать о том, что нужно поставить на стол, а что нельзя, чтобы не разозлить хозяина следующего года. Итак, давайте начнем. Давайте поговорим о том, что нужно, чтобы было на столе, чтобы следующий год прожил у вас и был в изобилии, в достатке, а что нельзя класть и с чем нельзя украшать. Давайте далее разберемся. Во-первых, вы должны понимать и то, что праздничное меню на Новый год должно быть разнообразным. То есть ни в коем случае не должно быть так скромно. И знаете, очень многие думают люди о том, ну что, я одна или я один, ну что мне, зачем те салаты, зачем горячие блюда, зачем мне десерты, обойдусь буквально бутылочкой, например, какого-то безалкогольного напитка и апельсинками. Но вы должны понимать и то, что вы, как вы встретите, так и вы и проведете весь 2024 год. Поэтому ваша задача, чтобы было разнообразие. Не забудьте, чтобы на тарелках были нарезки свежих фруктов. Особенно хорошо, если у вас будут фрукты желтого, оранжевого цвета. Друзья, это наши апельсины, это наши с вами мандарины. Но ни в коем случае не должно быть именно киви зеленого цвета, не должно быть именно из фруктов с киви. Обратите на это внимание. Далее, не забудьте, чтобы было как можно больше свежей зелени. Это может быть и петрушка, друзья, это может быть и укроп, кинза, зеленый лук. Обращаем на это ваше внимание. Также постарайтесь приготовить что-то приготовить из нежирных мясные блюда из нежирных частей мяса. Вы можете использовать и говядину, вы можете использовать свинину, и это поможет вам в следующем 2024 году. Конечно же, лучше, если вы делать будете все блюда, закуски, будут они мало калорийными, для того, чтобы не было у вас переедания и не было чувства тяжести. Конечно, сейчас в современном мире есть всевозможные препараты, которые вы можете принимать, поэтому здесь уже на ваше усмотрение. Старайтесь, чтобы были все продукты свежими, то есть постарайтесь все приготовить не заранее, не за 2-3 дня, а в тот же день. Далее, главное блюдо может приготовлено у вас быть различными способами. Например, это может быть и жарко, это может быть в духовке запечь можно, или потушить. Также не забывайте о том, чтобы добавить ароматные специи, но помните о том, что белый перец ни в коем случае нельзя добавлять при приготовлении любых блюд при встрече нового 2024 года. Обращаем на это ваше внимание. Также
Не забываем то, что дракон любит рыбу и морепродукты, поэтому очень здорово, если на вашем праздничном новогоднем столе будут и рыба, будут креветки, будут какие-то морепродукты. Вы знаете, сейчас очень много всевозможных есть новогодних рецептов, которые действительно вас порадуют, и есть такие, что даже на небольшой бюджет. Также, кстати, обращаем ваше внимание, что лучше, если у вас будут салаты как можно больше с овощами, с рыбой, больше, знаете, как диетические. Также желательно, чтобы на новогоднем столе были и десерты. Но лучше, конечно, отдать предпочтение вот таким каким-то легким десертам, где не будет жирных достаточно сливок, сгущенного молока, потому что, ну, все-таки на это будет влиять на следующий ваш год. Обращаю на это ваше внимание. Теперь давайте поговорим о том, чего не должно быть на вашем новогоднем столе в год дракона, для того, чтобы не оттолкнуть денежную удачу, благополучие и достаток. Итак, ни в коем случае не приготавливайте блюда с помощью на огне. То есть это не должен быть ни в коем случае шашлык, не должен быть ни в коем случае, не должны быть огонь. Это нужно понимать, потому что считается, что таким образом, если вы будете готовить блюдо на огне, то вы таким образом сжигаете вот эту денежную энергию из своей жизни. Также не должно быть на вашем праздничном столе и полуфабрикатов. Это касается и рыбных консерв, каких-то полуфабрикатов, потому что все-таки дракон, он предпочитает свежее мясо, он предпочитает свежую рыбу. Обратите на это внимание. Далее, постарайтесь исключить из своего новогоднего меню полуфабрикаты, друзья, и продукты с долгим сроком хранения, а также жирные блюда лучше оставить это уже на 2-3 января, на само Рождество, но именно в новогоднюю ночь это должно быть все легкое. Также, если мы говорим об острых продуктов питания, то мы не рекомендуем вам не острые, в том числе не добавляйте белый перец, это очень важно. Также ни в коем случае нельзя добавлять сгущенное молоко и блюда, приготовленные с его использованием. Да, все мы любим, но все же нужно быть очень осторожными. Теперь давайте поговорим о том, какие виды мяса можно приготовить и как с помощью мяса вы можете привлечь изобилие, достаток и благополучие в свой дом и в свою жизнь. Итак, если вы на новогоднем столе приготовите блюдо из свинины, знаете, то вы обязательно в 2024 году добьетесь финансового роста. Если будете что-либо готовить из говядины, то ли тушить, то ли в духовочке, то ли варить, то знаете, что вас ждет карьерный рост. Ну, а если вы хотите, чтобы прекратились какие-то проблемы в отношениях, тогда приготовьте индейку. Ну, а чтобы в вашем доме царили мир, спокойствие, гармония, удовлетворение, то тогда приготовьте, пожалуйста, утку. Также, как мы уже сказали, вам очень хорошо готовить рыбу, потому что рыба поможет вам энергетически привлечь те блага, которые вам нужны в жизни. Также не забудьте поставить на стол любые орехи. Почему именно орехи? Дело в том, что орехи считаются символом богатства и мудрости. Какие орехи? Любые. Это могут быть и грецкие орехи, это может быть и фундук, это может быть лесной орех, это может быть любой, то есть те орехи, которые вы любите. Не надо килограммами их выставлять на стол. Буквально возьмите тарелочки, возьмите пиалки и буквально по чуть-чуть, буквально по горсти, по жмене
тех орешков этого будет достаточно. Также не забывайте, что на вашем столе должны быть именно фрукты. Фрукты, именно изобилие должно быть фруктов. Также не забудьте и о сырной тарелочке на новогоднем столе. Это может быть и с орешками, это может быть с виноградом. Благо сейчас в супермаркетах, правда, это в больших городах, да, мы можем и купить в супермаркете все, что мы хотим. И виноград, и к винограду, и так далее. Также не забудьте поставить медовницу в новогоднюю ночь на праздничный стол. Пусть это будет символически, но очень здорово, если каждый во время новогодней ночи возьмет хотя бы чайную ложечку меда и скушает, и при этом в этот момент загадает самое сокровенное желание или представить себе, что он добился успехов, именно связанных с деньгами. Попробуйте, пожалуйста, потому что именно мед, он имеет достаточно сильное энергетическое влияние на человека. Но есть одно но. Мед должен быть настоящим, потому что когда вы покупаете мед, вы должны обязательно узнать, как люди вообще занимаются пчелами, его разведением, и как они вообще кормят, выкачивают мед и так далее. Это имеет очень важное значение, потому что сейчас многие поставлены на поток именно бизнеса, и, к сожалению, это не мед, а это просто сахар. Не хотим никого обидеть, но, к сожалению, тот мед, который из сахара, вы знаете, он не имеет никаких свойств, ни энергетических, ни магических. Так что обратите на это внимание. Теперь еще хотим проговорить, какие блюда запрещено, вот категорически запрещено ставить на новогодний стол. Во-первых, запомните, это курица в любом виде. И считается, что курица именно символизирует нищету, символизирует безденежье в доме. Поэтому именно при встрече Нового года, 2024 года, вообще исключите и из салатов, и из горячих блюд, из без разницы что, то есть курицы не должно быть. Также уберите и крольчатину. Да, есть люди, которые очень любят крольчатину и зайчатину, но вы знаете, поставив любые блюда на стол при встрече нового 2024 года, вы тем самым можете расстроить деревянного зеленого дракона. И кроме того, помните о том, что мы с вами и провожаем 2023 год, а 2023 год это у нас с вами год кролика. И таким образом мы проявим свое неуважение к году минувшему. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли это делать. Также на вашем столе не должно быть консерв и полуфабрикатов. Да, сегодня очень удобно, когда вы купили какие-то полуфабрикаты, быстренько проварили, прожарили, и у вас уже готово блюдо. Но именно в эту новогоднюю ночь все-таки придется попыхтеть и сделать так, чтобы блюда были, все продукты питания должны быть свежие, поэтому откажитесь от магазинных паштетов, от колбасы и от соленой рыбы, от тех же шпротов и так далее. Да, неприятно, но все-таки давайте дадим дань уважения следующему году, и чтобы он действительно в каждом доме принес изобилие, достаток и благополучие. Далее, ни в коем случае не должны быть блюда на мангале, от слова совсем, потому что дракон все-таки это огненный товарищ, и он не терпит конкурентов, поэтому ни в коем случае никакие блюда не должны быть приготовлены с использованием огня, иначе в следующем году, за что бы вы ни брались, что бы вы ни делали, в вашей жизни постоянно будут вот какие-то такие вот непредвиденные проблемы и ситуации. Далее, на что еще стоит обратить внимание, когда вы будете накрывать на стол? Первое, ни в коем случае не накрывайте стол слишком скромно. Это мы уже в начале видео сказали, да, стол должен ломиться от блюд. Пусть их будет много, но всего по чуть-чуть. Как говорится, встречаем с хлебом, с солью. Далее не стоит готовить пресные блюда, потому что дракон, он любит, знаете, яркие вот впечатления, эмоции, и это касается, конечно же, и блюд. Далее,
Помните о том, что дракон это все-таки хищник, ему нравится и рыба, и мясо, и поэтому ни в коем случае не накрывайте вегетарианский стол. Да, многие скажут о том, что я же вегетарианец, но вы должны подумать о том, что все-таки нужно отдать дань уважения хозяину следующего года. Далее обращаем ваше внимание, откажитесь от продуктов, именно от свежих фруктов, которые не несут именно изобилия, достатка и благополучия. Это очень важно. Особенно это касается именно киви и зеленых яблок. Этого не должно быть на вашем праздничном столе в новогоднюю ночь. И, конечно же, мы должны уделить внимание десертам, но десерты должны быть легкие, ни в коем случае не должно быть ничего тяжелое. Забывайте о сгущенке, забывайте о сливочном масле в новогоднюю ночь. Старайтесь провести все легко и в радости. Вот, друзья, мы сегодня хотели с вами поделиться очень важной и ценной информацией. Мы надеемся, это поможет вам в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, прямо сейчас на экране видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.